Всем привет! Российский автопром испытывает очень тяжелый период, начиная с марта прошлого года. Кризис на автомобильном рынке продолжается уже более 1 года, и пока нет никаких предпосылок к его восстановлению. Пока стоимость автомобилей находится на запредельно высоком уровне, люди просто не торопятся покупать новые автомобили. А по официальной статистике, люди все чаще берут кредиты на покупку не новых автомобилей, а с пробегом. По официальной статистике продаж в марте нынешнего года было продано 70 тысяч новых автомобилей, что на 11% меньше, чем в марте прошлого года. Но если вспомнить, что творилось год назад, то паники в народе было больше. Курс рубля валился, а цены выросли многократно. И по истечению года ситуация на рынке не улучшилась, а еще более усугубилась. Но кто виноват во всем этом? Владимир Путин, выступая перед рабочими на Тульском заводе железнодорожного машиностроения, рассказал, кто же все-таки виновен в рекордном обвале нашего автопрома. По словам президента, в почти двукратном падении производства автомобилей виновны иностранные партнеры, которые покинули наш рынок, несмотря на многие свои обязательства. Они повели себя в высшей степени некорректно, нарушили все свои обязательства. И у нас падение в автомобильной промышленности составило свыше 60%. Путин заявил, что сейчас государство оказывает большую поддержку для нашего автопрома. Например, программа льготного кредитования для новых автомобилей дешевле 2 миллионов рублей, которые собраны в нашей стране. Согласно ей, новый автомобиль в кредит будет стоить на 20% дешевле и на 25% дешевле для жителей Дальнего Востока. Правда, в этом году очень сильно урезали критерии россиян, которые могут воспользоваться этой программой. Так из программы исключили семьи с детьми до 18 лет и людей, которые впервые покупают себе автомобиль. Под программу все еще попадают работники медицинских учреждений, работники из образовательной сферы, участники СВО и члены их семей, мобилизованные граждане, добровольцы и военнослужащие по контракту. По мнению лидера нашей страны, программу пришлось сократить только для отдельных категорий граждан нашей страны по одной простой причине. Увеличение уровня господдержки только приведет к росту цен на автомобили в условиях их дефицита на рынке. Если мы при дефиците автомобилей будем повышать уровень поддержки, это приведет только к одному – дальнейшему повышению цены. По его мнению, этих мер на данный момент достаточно, чтобы кратно увеличить объем продаж автомобилей. Но есть ли этот дефицит автомобилей, о котором говорит Путин, сегодня? Давайте рассмотрим на примере АвтоВАЗа. Сейчас у дилеров полно на складах автомобилей прошлого года выпуска, которые шли в самой упрощенной комплектации без подушки безопасности водителя и преднатяжителей ремней безопасности. Их настолько много, что АвтоВАЗ был вынужден ввести свою программу утилизации. На автомобиль Lada Granta прошлого года выпуска полагается скидка 80 тысяч рублей по этой программе, а на автомобиль этого модельного года скидка 60 тысяч рублей. Сейчас в планах АвтоВАЗа выпустить 400 тысяч автомобилей в этом году. В марте общее число проданных автомобилей Lada составило 24 тысячи автомобилей. Чтобы АвтоВАЗу распродать 400 тысяч собранных авто, необходимо в месяц продавать чуть более 33 тысяч автомобилей. И вряд ли выход Lada Vesta NG летом этого года сможет исправить ситуацию. Да и сами дилеры говорят о том, что продажи автомобилей просто не успевают за темпами производства. Склады сильно заполнены машинами. У дилеров китайских марок тоже нет особого проблем с дефицитом. С начала года за первые 2 месяца в нашу страну было завезено 80 тысяч китайских авто, что позволило России стать крупнейшим импортером китайских автомобилей. Продажи автомобилей упали из-за резкого роста цен и стабильно низких зарплат, которые почти не менялись за последний год. Просто нужно снять драконовские пошлины на авто, и нас завалят автомобилями. Даже 10-летний японец лучше новой Лады и надежней. Да даже с пошлинами японец дешевле и лучше Гранты. А вы согласны с Владимиром Путиным или нет? Пишите в комментариях.